Уже не первую неделю, чувствуя известного толка недомогания, Светлана записалась на прием к гинекологу. Но, может, все-таки простыла или за Сережку беспокоюсь? Армия весьма сомнительная школа жизни. И почему я не настояла на институте с военной кафедрой? Вяло перебирала Светлана мысли в ожидании своей очереди. Срок почти 6 недель. Вам направление на аборт выписывать или пройдете анализы для постановки на учет? Голос врача звучал равнодушно. А подумать нельзя? Неловко сползая с кресла, спросила Света. Не морочьте мне голову, женщина. Вам еще неделю назад следовало решить, да или нет. Легко рассердилась врач. Не буду морочить. Пишите направление на анализы. Светлана в одну секунду решила участь ребенка, и ей стало легче. Муж, пребывавший в неведении, сразу впал в раздражение. О внуках мечтать пора, а ты рожать собралась. Перед сыном не совестно? Вадим, мне 38 лет, а учитывая, что не выгляжу на паспортный возраст, никто не удивится моему интересному положению. Признаюсь, ходить с беременным животом перед Сережкой мне было бы слегка неловко. Но когда сын отслужит, его уже готовая младшая сестренка встретит. Примирительно говорила Светлана, скрывая тошноту от еды, которую выставляла на стол для ужина. Вадим, с неделю походив в депрессии, наконец обнял жену. «Знаешь, пусть будет, а то как-то застойно живем. Говорят, поздний ребенок освежает брак». «А что наш, протух?» — обиделась Светлана. «Да это я так, к слову». Беременность, набирая срок, не оказалась легкой, как первая. Светлану то клали в стационар на сохранение, то выдавали домашний больничный. В отличие от многих беременных, женщина не набирала вес, а теряла, исхудав до крайности. Не только есть не могла, но и готовить. Постоянно тошнила. Тусклые волосы, ранняя пигментация утянули Свету в паспортный возраст. Нужно просто перетерпеть. Это стало ее лейтмотивом. Вадим, не дурной и не глупый, понимал, что по правилам он обязан холить и лелеять беременную жену, снисходительно принимать примитивность ужина и интересоваться самочувствием Светы. Но в голову лезло противное. Куда все ушло? Была Светка любимой и единственной, а теперь мне совершенно лень проявлять к ней интерес. А что дальше? Постели разные? Так я и сейчас часто сплю в Сережкиной комнате. Нет, лучше не анализировать. Все нормально. Нормально. Эта душевная маята и утянула его из дома поздним морозным вечером. Света, лежавшая на диване под пледом, вяло спросила. «Куда на ночь?» «Покурю на свежем воздухе». «Ты же бросил». Не удержался от язвительности. «Еще месяц такой атмосферы, и я наш бар опустошать начну». Устыдившись, коснулся губами лба жены. «Ты легла бы в кровать, там удобнее». Бесшумно закрыл входную дверь за собой. Света заплакала. Поцеловал, как бабку, в лоб. Разлюбил окончательно. И что делать? Перетерпеть. Грустно вздохнул внутренний голос. Медленно падал снег. Вадим выкурил 2 сигареты, но домой не хотелось. Надумал. Зайду-ка я в магазин 24 часа, а то в холодильнике наверняка мышь ищет веревку повеситься. В небольшом помещении покупателей почти не было. Набрав что-то в корзинку, встал в кассу за молодой женщиной и стал незаметно ее рассматривать. Невысокая, светлые до плеч волосы, курносая. Интересно, какого цвета у нее глаза? Базарный голос кассирши вернул Вадима в реальность. «Как это кошелек забыла? Теперь мне обратно раскладывать?»
Курносая едва не плакала. Вадим протянул зарплатный пластик кассиру. «Рассчитайте нас вместе, пожалуйста». И подмигнул девушке успокоительно. Наверное, от растерянности она приняла его выручку молча, но когда вышли, сказала: «Вы меня очень выручили. В холодильнике мышь повесилась, а сынишку с утра нужно обязательно накормить. Он в садике кушает плохо. Почему вы смеетесь?» «Да наши с вами мыши родственники похожи. Как вас зовут?» «Ирина». Они уже возле ее подъезда стояли, не заметив, когда шли. Девушка извинилась. «К себе за долгом сейчас не приглашаю. Поздно уже. Продиктуйте номер вашего телефона, и я при следующей встрече отдам». «А скоро?» «Не задержу. Я о встрече. Муж не ревнивый?» «Мы в разводе». И скрылась в подъезде. Дочь назвали Катюшей. У Светы вскоре после родов пропало молоко, а на детские смеси, выписанные педиатром, девочка реагировала коликами и много кричала. Вадим, балдевший от их первенца, дочку воспринимал как быстро надоедающую игрушку. Потычет козу в пузико, покачает с полчасика и интерес теряет. Деловито спрашивал у жены: «Чем конкретно могу помочь? Магазин, мусор, может быть, картошку почистить?» Ей хотелось сказать: «Обними, как в былые времена, а потом погуляй с Катей, я хоть чуть-чуть отдохну». Но не смела, потому что у них будто два отдельных государства образовалось: мама с дочкой и папа. Вадим нередко задерживался на работе, на нее же уходил по субботам, объясняя ненормированную неделю своим повышением. Заместителем начальника отдела сбыта его назначили. И к командировкам мужа пришлось привыкнуть. Вадим редко возвращался домой голодным и почему-то помалкивал, какая у него зарплата теперь. Не выспрашивала, боясь увеличить глубину отдаления. Сцепив зубы, ждала, когда дочке хотя бы годик исполнится. Там наверняка полегчает. Но однажды у порога стояла спортивная сумка с дорожным набором для командировки на 3 дня. Вадим вышел на балкон покурить на дорожку. Ветер не дал двери захлопнуться плотно, и Светлана, поспешив закрыть, услышала, как он говорит в телефон особенным голосом: «Ириша, здравствуй. Как ты просила. Звоню в твой перерыв. Я только туда и обратно. К вечеру уже у тебя. И 2 дня наши». Счастливо добавил: «И ночи тоже». Отошла, помертвев. Вадим уехал, а Света ощутила себя на краю обрыва. Один необдуманный шаг, и она упадет в женское одиночество с маленькой дочерью. Сын, он пока в армии, да и не обязан усложнять свою жизнь только потому, что мать-подсороковник родить надумала. Светлана 3 дня жила в машинальных заботах, так и эдак, раскладывая грустный пасьянс жизни, размышляла об измене мужа. У нее не было сил для скандала, о разводе не помышляла. В разговоре с Вадимом не видела смысла. По возвращению изменника исхитрилась выудить из телефона Вадима номер проклятой Ирины. Без всяких А и Б сказала: «Я Светлана, жена Вадима, требую встречи с вами». Чересчур вежливо. Света никогда не была хабалкой. Ирина, будто ожидая подобное, спокойно предложила: «Вам у меня удобно? Запоминайте адрес». Обхохочешься, но в ближайший выходной Вадима Света на него Катюшу оставила, а сама отправилась к любовнице. Соперница, светлые волосы, курносый нос и дымчато-серые глаза, оказалась лет на 5 моложе Светы. Очень милая, молодая женщина, вполне приветливо пригласила пройти на кухню. На столе рядышком стояли бокалы, на каждом по сердечку и надписи: «Вадя», «Ира»,
и детский бокальчик с именем Миша, видимо, на заказ. Светлана воочию увидела, что это не временное увлечение, а отношения, которым не мешал ребенок любовницы. Дочь Вадима им тоже не мешала, но по-другому, удаленно. В Свете вдруг образовалось состояние, озвученное ею как «я умираю». Сердце забилось, как бешеное, в глазах потемнело, стало нечем дышать. Еще секунда, и упала бы в обморок. Ирина ее подхватила и сопроводила к креслу. Быстро приоткрыв окно, укрыла пледом. Стала измерять давление, пульс, очень сноровисто. Света еле выговорила: «Вот вы какая, любовница! Как медуза Горгона, одним взглядом сражаете наповал». Ира усмехнулась. «Вы мне льстите. Это паническая атака. Раньше бывало такое?» «Никогда. Пока про вас не узнала». Ирина протянула таблетку и чашку с водой. «Пейте, не опасаясь. Я медсестра, не наврежу». И еще какую-то кислую под язык положить заставила, пообещав, что сейчас полегчает. «Поговорим или отложим?» Света хотела ясности. Голос Ирины звучал тихо и печально. «Вадим говорил, что вы вместе только из-за вашей случайной беременности. Любовь прошла, одни обязанности остались. Врал. Дочка — случайность, но равнодушие между нами никогда не стояло. Беременность непростая, трудный ребенок». Ирина кивнула. «Понятно. Я подвернулась в период кризиса. Вы точно без Вадима не сможете?» У Светланы непроизвольно задергалось веко, и Ира погладила ее по волосам, жестом близкой подруги. «Все, все, как были женой, так и останетесь ею, перемелется. О дочери он всегда тепло говорит, а мне, видно, суждено быть разведенкой. Уедем с сыном к маме с папой, в поселок. Это квартира моей подруги, живу на халяву, пока она по контракту в Польше работает, архитектором. Твой быстро меня забудет, не сомневайся». Ира перешла на «ты». «Ты, главное, перетерпи еще немного и врача-невролога посети». Все случилось так, как обещала Ирина. Расставаясь с Вадимом, она не открыла, что Светлана к ней приходила. Мужчина пометался, похандрил и обратил внимание на семью. Его главной женщиной стала дочь Катя. Отслужив, сын вернулся, устроился водителем такси, переехал к девушке, женился. Жизнь не шла, а мчалась, как оголтелая. Память об Ирине превратилась в пепел. Но вот дочь Катя, студентка последнего курса педагогического института, объявила матери тоном шутки: «А меня замуж берут. Миша предложение сделал». Светлана парня дочери видела, но близко не знала, и теперь заволновалась. Кто он? Из какой семьи? Он дальше коридора у нас не проходил, и вдруг замуж. Катя засмеялась. «Это он при тебе с папой не проходил. А когда на дачу уезжали, мы с ним у нас обедали после прогулки. Он системным администратором после института работает. Мама у него медсестра, живет в поселке. По его рассказам, очень милая женщина. Зовут Ирина Николаевна». «Мама, что с тобой? Ты так побледнела?» Светлана, накапав себе валерьяновых капель, попросила жалобно: «Катюша, найди себе другого жениха, пожалуйста. Остается крупица надежды, что это не та Ирина. Но, похоже, судьба круг замыкает». И поскольку дочь потребовала объяснений, с 5 на 10 перед ней исповедовалась. Теперь Катя в ужас пришла. «Так он мне брат, что ли?» «Нет, доченька, нет», — замахала руками Светлана. «Но ты так путанно рассказываешь, видя во мне ребенка. Мой отец был любовником, предположительно, матери Миши, когда мне не было года».
А потом они расстались, так? Да, во время моей беременности они уже вместе были. И вот как мне с нею родниться? А если отца бес в бок толкнет? Тогда я боялась одна остаться, поскольку ты была крошкой. А теперь за 60 тем более не хочу. Может, дашь Мише отворот-поворот? Свадьбу играли осенью. Ирина, мать Миши, в ее организации не участвовала. Присутствовала гостьей, немногословной и ненавязчивой. Ночевать у Вадима и Светланы отказалась, сказав, что подруга ждет, давно не виделись. От прежней Иры остался только курносый нос. Хоть и моложе Светы, а видно из-за равнодушного отношения к своей внешности. Молодоженов она одарила деньгами, насколько позволяла возможность. С невесткой, ее матерью и отцом сближения не искала. Поняла ли Ирина, на ком сын женился, загадкой осталась, а Света не ворошила. Молодые поселились у тещи с тестем, а в поселок Миша ездил один. Катюша всегда находила отмазку. Вадим, уже слегка оплешивевший, с лишним весом, недоумевал. Странная тетка сватья, дикая, мелькнула, даже лицом не запомнившись, встречу на улице не узнаю. И Светлана опять не понимала, хитрит муж или впрямь память отшибла. Вадим умер 2 года спустя после свадьбы Катюши. Инфаркт случился на даче, а был мужчина один. Много позже, его личные вещи перебирая, Светлана нашла блокнот, исписанный рукой мужа. Ничего особенного. Чертежи будущей бани, сколько клубники по годам собирали. И вдруг на последней страничке написано вкривь и вкось. «Дорогая сватья Ирина, спасибо, что ты не отняла у меня семью, а дети наши пусть будут счастливы». И дата стояла. День свадьбы дочери. Наверное, речь готовил Вадим, но произнести не решился. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.